At the break, I told you that using this interpersonal process recall is like using a banyan. Так, я говорила о том, что лексическое воспроизведение процесса похоже на поход в баню. You don't want to stay in there too long. It's just a little too intense. Once in a while, you have to step out. В бане, как правило, вы не можете высидеть долго, да, становится слишком жарко, горячо, поэтому вам приходится выйти на пару минут. And one of the things that can happen if this process is not used appropriately is it can overexpose the exchange that a student may be having, that a trainee may be having with their client. Если этот процесс используется ненадлежащим образом, то можно, так скажем, преувеличить тот обмен информацией, который происходит между клиентом и терапевтом. It is possible to look too closely at something. То есть возникает негативный эффект приглядывания к чему-либо, придирчивости, так скажем. Now, as I said before, the supervisor can stop the recording, or the supervisee can stop the recording. Как я уже говорил, запись может останавливаться как супервизором, так и супервизируемым. But for you as a supervisor, that's a decision point for you as well, when to stop the recording. Stop? Yes. Однако вы, как супервизор, также должны правильно чувствовать те моменты, в которые следует остановить запись. And that's really going to depend upon your clinical judgment. Как правило, это решение зависит от вашего опыта в работе с клиническими случаями. So there are some moments in a session that you want to let them happen. Определенные моменты, которые необходимо обсудить, да, необходимо провоцировать. You don't want to stop it in the middle. Однако запись не следует останавливать сразу же, то есть можно подождать, пока супервизируемый сам изъявит желание обратить внимание на тот или иной момент. You also need to ask yourself the question, if I stop it here, and if we talk about this point, is it going to help my supervisee? То есть, прежде чем останавливать запись, вы должны понять, задать себе вопрос, если я сейчас остановлю запись, получится ли у нас провести эффективную беседу по обсуждению того или иного интересующего меня вопроса? We can't focus on everything, and there are some moments that we want to let pass. Фокус внимания не может лежать на всех моментах сразу, поэтому нужно правильно расставлять приоритеты. We also talked about a lot of different questions that you might ask in using this method. Кроме того, мы обсуждали вопросы, которые можно задавать при использовании данного метода, данной техники. But that does not mean you stop giving feedback. Однако, задавание подобных вопросов и получение ответов на них не означает, что вы сразу же начинаете предоставлять обратную связь вашему подопечному. This is another one of those moments where formative feedback can be very good. Зачастую в подобных случаях обратная связь может быть неуместной, может только навредить. And that feedback should take the form of direct statements. Подобная обратная связь должна предоставляться и лучше предоставляться в качестве прямых указаний. Such things as that seemed to work very well, or your intervention had this effect on that client, or maybe that did not work very well. Немножко даже не указаний, а прямых заявлений, так скажем. То есть вы говорите о том, какие моменты удались в работе с вашим подопечным, с клиентом, и какие вы нужно работать. My experience is that leading questions here can prove they can create anxiety in supervising. Судя по моему опыту, если вы будете задавать направляющие вопросы подобных диалогов, то они могут повысить чувство тревоги и беспокойства подопечного. Now, this whole process of interpersonal process recall, it's all part of a larger objective. Процесс межличностного воспроизведения ситуации является частью большего процесса и представляет собой существенную цель.
When we are working as therapists and when we're working as supervisors, one of the things that we want is to become reflective. Когда мы выступаем в качестве терапевта или супервизора, мы должны стремиться вызвать в себе эффективную реакцию. It is a continual search for understanding ourselves, Постоянно находимся в поиске себя, пытаемся понять себя, understanding the therapeutic process, пытаемся понять и осознать терапевтические процессы, and understanding the people that we're working with. а также пытаться понять тех людей, с которыми мы работаем. And this is not a short-term process. Конечно, это долгосрочный процесс. I start this process from the very beginning when I'm working with novice students. Когда я начинаю работать с новичками, с начинающими терапевтами, я сразу же, скажем, запускаю этот процесс. But the process of really becoming reflective takes about 10 years. Но для того, чтобы процесс принял рефлективный характер, как правило, требуется длительное время, иногда это может потребоваться до 10 лет. One of the things that becoming reflective can do is it can help us function and still be effective even when we don't have a supervisor available to us. Если процесс становится в определенный момент рефлективным, то это позволяет нам лучше работать самим без помощи супервизора. If we grow in our skill to be reflective, Если мы можем применять навыки эффективности, we become more capable of stepping out of that client and therapist relationship мы можем выйти за границы отношений клиент-терапевт and possibly seeing that relationship from the perspective of a hypothetical supervisor. и можем попытаться посмотреть на эти отношения со стороны, то есть с позиции супервизора. And it really takes, besides time, it requires encouragement on our part as supervisors. Кроме времени, со стороны супервизора требуется определенное мужество. We have to encourage supervisees to think for themselves. Мы должны способствовать тому, что наши подопечные начинают думать сами, самостоятельно и пытаться сами оценивать свою работу. To develop the capacity to self-evaluate. И также нужно стремиться развить в них способность оценивать самого себя. And struggle with the larger questions of the difficult work that therapists do. И пытаться справляться с самыми различными проблемами, которые могут возникать в практике терапевта. Now, one of the things that can help us with this reflective process are one of my favorites, Socratic questioning. Так что может помочь нам сделать процесс рефлективным. Это, конечно же, мои любимые сократовские диалоги. This is where what's most important are the questions themselves rather than the answers. Где, как мы помним, вопросы имеют больше значения, чем ответы на них. There have been several times in our time together where I have asked you questions to encourage you to be reflective as well. В ходе наших занятий я не раз задавал подобные вопросы для того, чтобы вызвать в вас рефлективную реакцию. Some things that some instructors do is they encourage journal writing. В некоторых случаях супервизоры стараются вдохновить подопечных на ведение журналов. We talked about the effect of writing things down when we discussed writing transcripts. Мы уже обсуждали сегодня преимущества и недостатки ведения записи, когда говорили о ведении транскриптов. This can be done with becoming reflective as well. Ведение подобных записей журналов может также влиять на навыки рефлексии. I'm wondering if any of you have noticed that you process things differently when you write using a pen compared to when you're typing on a computer. Вот хотелось бы узнать, замечал ли кто-нибудь из вас, что вы воспринимаете и оцениваете процессы по-другому, когда вы записываете их от руки или печатаете на компьютере? Have any of you noticed that? Замечали, наверное, такое за собой? Let me ask you what's different. А в чем же разница тогда? Время на обдумывание больше. Когда вы пишете
Takes more time. You have more time for thinking. Yes, okay. What else? When you formulate, when you pick up words and statements to rewrite them in pad, you tend to point out the more important issues to explain words and leave out all the rest. It's interesting. This is a little piece of information that has really nothing to do with supervision, but I learned about one of my favorite authors, Stephen King. Это, конечно, не имеет никакого отношения к супервизии, но хотел бы с вами поделиться. Из книги одной из своих любимых авторов, Стивена Кинга, я узнал, что Several years ago, he had a terrible accident, and it made him unable to use a computer. несколько лет назад он попал в страшную аварию и после этой аварии не мог пользоваться компьютером. So the next book that he wrote it with paper and pen. Поэтому следующую свою книгу он написал от руки. And he was amazed with his capacity to experience his language again. И он был поражен тем, как он по-новому заново открыл для себя язык. That suggests to me the power of writing things down. И я делаю вывод, что эффективность писания, ведения записи от руки гораздо выше, чем ведение записи на компьютере. This is also something that I notice when I am preparing to teach. Я также замечаю за собой, когда готовлюсь к занятиям. I always have a computer near me, but sometimes I need to sit with paper and pen. У меня всегда есть под рукой компьютер, но иногда мне просто необходимо взять ручку и бумагу и сделать запись от руки. Now, so journal writing, using a student's journal, that can be a long, tedious process. Просматривание и изучение журнала вашего подопечного может быть нудным, утомительным процессом. Using it in a large class is not something that I would recommend. Я бы не рекомендовала использование журналов при работе с большой аудиторией. You're leaving class with a stack of journals about this high. Если все ваши студенты ведут журналы, да, то вы покидаете задание с огромной стопкой бумаг. But perhaps if you're working with a small handful of supervisees, that could be very useful if you're trying to teach reflectiveness. Однако, если вы работаете с небольшой группой подопечных, с несколькими людьми и пытаетесь развить в них навыки рефлексии, то ведение журналов может быть очень полезным. Something else that could be very useful is asking these reflective questions in a small group setting. Кроме того, крайне полезным может быть задавание рефлексивных вопросов в работе с маленькой группой. Having other people there and helping you think about a particular set of important questions can be very useful. То есть результаты могут быть крайне эффективными, да, когда вы задаете один и тот же вопрос и предлагаете ему подумать, предлагаете группе людей подумать над ним и поделиться своими мнениями. Something that you're trying to verbalize maybe is not coming out right, but then a peer can jump in and help you. Например, у вас есть какое-то мнение, ответ, но вы не можете очень хорошо его сформулировать, тогда ваш коллега может вам помочь. It can also give an individual psychological space to think about how to respond. Кроме того, предоставляет участникам определенное психологическое пространство, есть время подумать и сформулировать свои мысли. And that can be very helpful when somebody else is talking. Это время как раз таки можно использовать тогда, когда высказывается другой человек. Useful questions in a setting like that might be something like, how can I keep my clients from manipulating me? Поиск ответов на подобные вопросы может решить следующую задачу. Например, подопечный чувствует, что клиент пытается им манипулировать и пытается избежать этой ситуации. То есть подобные вопросы могут помочь найти ответ на решение этой ситуации. Or how can I keep my personal issues out of the work that I do? Или же помочь не вмешивать в какие-то личные ситуации в рабочий процесс. Now, obviously, these are questions that are going to have answers which change over time. These are questions that are going to have answers which change over time. Change with one person, right? Yes.
Скорее всего, если человек задает себе эти вопросы на разных этапах развития своей карьеры, то ответы будут меняться. But in this case, it is the journey that's important rather than the destination. Однако здесь важен как раз тот путь, который проходит специалист, а не результат, к которому он приходит в конце концов. Now, we're moving on to another strategy that can be quite useful. Так, давайте поговорим об еще одной методике работы с специализированием, которая также может быть очень полезной, и это живое наблюдение. It is something that I use sometimes with beginning students learning basic skills. Иногда я пользуюсь данной техникой в работе с новичками, когда я знаю, что они только начинают овладевать базовыми навыками. It does require some special facilities, though. Однако подобный метод работы требует определенных условий. You need usually a small room that has a camera in it. Как правило, требуется небольшое помещение, где установлена камера. That is feeding into a monitor somewhere. И в другом помещении рядом находится монитор, который транслирует с камеры, которая расположена в первом кабинете. Or at least a window in it. Или, по крайней мере, между этими комнатами есть одностороннее окно. Probably you have seen those kinds of windows where on one side it looks like a mirror. Вы, наверное, все видели, да, подобные зеркала. Yet on the other side you can see into the room. Окна, где с одной стороны оно выглядит как зеркало, а с другой стороны можно видеть то, что происходит в соседней комнате. Any of you have a room like that available to you? Есть ли в распоряжении кого-либо из вас подобное помещение? We have a limited number of them at my university too. У нас в университете также ограничен довольно-таки доступ к подобным помещениям. But there are a variety of ways to do this cheaply too. Однако есть и другие способы применять данную методику. This is one of the advantages of living in the 21st century. И здесь мы обязаны тому, что живем в 21 веке. You can get a small internet camera for about $20. Можно купить недорогую веб-камеру за $20 and run a wire outside to maybe a laptop computer. и провести камеру просто компьютер, который расположен в соседней комнате. And you can see and hear everything that's going on in there. Таким образом, вы можете видеть все, что происходит в комнате, расположенной рядом с вами. Now, while the supervisor is watching this kind of session, В то время как супервизор наблюдает за ходом сессии, they might want to talk to the supervisee as they are doing therapy. у него может возникнуть желание сказать что-то терапевту в то время, как он находится на сессии. And speaking in practical terms, a cheap alternative might be two-way radios. В этом случае могут пригодиться недорогие двусторонние радиоприемники. The supervisee can put it in his pocket and put a little speaker in his ear. Супервизируемый может положить радиоприемник в свой карман и одеть его в ухо незаметно наушник. And the supervisor can be talking to him using the other radio. В то время как супервизор может делать какие-то комментарии или советовать, используя второе устройство радиоприемника. You can pick up a set of radios for maybe 1,000 rubles at Walmart. Думаю, что парочку подобных устройств можно приобрести за 1000 рублей, по крайней мере, в Walmart точно. You might want to keep them away from your children, though. Однако следует держать их подальше от ваших детей. Now, one of the things that you want to make sure that you don't do in a live supervision setting is you don't want to critique the therapist that is conducting the session in front of other students. Чего следует точно избегать при живом наблюдении, так это открытой критики терапевта, который проводит сессию с клиентом в присутствии других студентов. Why might we want to avoid that? Как вы думаете, почему этого следует избегать? Самооценка. Might decrease his self-evaluation. Might, Might decrease his self-evaluation. it might, yes, that's one of the things that can go wrong. Why else? Еще что-нибудь? Детей
Okay, how might it affect his authority? Как вы думаете, как это может влиять на его авторитет? Вокруг клиента или у супервизируемого будет такое ощущение, что он некомпетентен. Maybe, okay. You're absolutely right, that is correct. But I'm thinking of the other supervisees that are there in that observation room with you, watching you criticize that other supervisee who is working. Давайте еще представим такую ситуацию, да? То есть один из ваших подопечных находится в комнате с камерой или в комнате с двойным стеклом и проводит сессию с клиентом. Вы находитесь в комнате рядом, в соседней комнате с другими вашими студентами подопечными и открыто критикуете того терапевта, который проводит сессию. Как вы думаете, какие еще негативные последствия могут в этой ситуации исходить? One of the things that can happen is those supervisees that are listening to you criticize that other supervisee. Никто из студентов больше не захочет подвергнуться такой процедуре. Right. Yes. Совершенно верно. If they can think to themselves, he is criticizing my classmate right now. Is he going to do that to me too? Конечно же, они будут думать, да, вот он сейчас моего коллегу тут критикует, таким же образом, наверное, меня могут раскритиковать. So you have to be kind of careful, you have to be kind of sensitive about that. Поэтому нам нужно деликатно подходить к этому вопросу. It can be a great way to provide group feedback. С одной стороны, мы можем на живом примере, да, продемонстрировать какие-то навыки, техники, бросить обратную связь целой группе студентов. But for myself, I don't think it should take the place of individual feedback. Но я считаю, что в данном случае обратную связь нужно предоставлять не на личном примере кого-то из студентов. One of the nice things about live supervision, it's also very useful for protecting difficult clients that are in crisis. Is it a problem or is it a good thing for them? That's a good thing. Кроме того, я считаю, что живое наблюдение может помочь защитить наиболее проблемных клиентов. But it can also be difficult to coordinate because you have several different schedules that you have to accommodate. Однако проблема существует с организацией подобного взаимодействия, так как присутствует большое количество людей, да, ваших подопечных, и необходимо составить расписание таким образом, значит, время таким образом, чтобы все могли присутствовать. Now let's talk a little bit about technology in supervision. Сейчас мы поговорим о применении технологий в супервизии. There are more options available now than there have ever been. Конечно, сейчас у нас выбор технологий очень большой, чем он был раньше. How many of you have a recording device with you right now? У кого из вас сейчас с собой есть диктофон? Yes. They're everywhere. Every cell phone has a recording device. And that's how so many embarrassing moments get put up on YouTube. На самом деле, очень много смешных видео возникает таким образом на YouTube. I hope that never happens to me. Надеюсь, что мне этого никогда не будет. There are also things like Skype. Есть такая программа полезная Skype. How many of you use Skype once in a Кто из while? вас использует Skype? It's very useful. You Очень can, полезно, правда? when my wife is visiting her mother, I am talking to her every day using Skype, and it costs nothing. Когда моя жена уезжает в Россию, да, куда-то с родственниками, я всегда разговариваю с ней по скайпу каждый день, и это мне ничего не стоит. It's easy to imagine using Skype to provide supervision, especially with such things as self-report supervision. Очень легко также и организовать супервизию путем использования программы Skype. Например, можно получать самоотчет по Skype. I don't know if you've ever used it before, but Skype also has a function where you can share your own desktop with the other person. Не знаю, пользуетесь ли этой функцией, но в Skype также есть функция, с помощью которой вы можете отправить какие-то документы с вашего рабочего стола, человеку, с которым вы беседуете. That can allow you to provide supervision at a great distance. Таким образом, супервизию можно проводить на большом расстоянии. You can also use a webcam to visualize your
Yes. Yes, there are a lot of options like that now. Согласен, вариантов очень много. Besides the old-fashioned ones, such as the telephone. Телефон уже в какой-то мере является устаревшим, да? Устаревшим. It can also have a very interesting effect, too. Sorry. It can also have a very interesting effect on the supervisee, too. Кроме того, использование подобных технологий может оказывать довольно-таки занятный эффект на супервизируемого. The effect reported by some supervisees is that they are less anxious about supervision. Складывается впечатление, что использование этих технологий снимает часть беспокойства супервизируемого. However, as nice as these options are, they are not perfect. Однако, как бы не были хороши все эти средства коммуникации, они тоже не идеальны. Sometimes technology breaks down, Иногда устройства могут ломаться, and that would make it difficult to keep some kind of appointment. поэтому сложно назначить встречу, да, может быть, интернет не работает или компьютер сломался. There's also the issue of confidentiality. Кроме того, стоит вопрос конфиденциальности. I don't know of a situation where a supervision session or a client session was listened to by somebody else. Я лично не знаю таких примеров, когда сессия с супервизируемым или сессия с клиентом были подслушаны, But it is technically possible. но технически это возможно. And that's kind of an informed consent issue. Поэтому проблема встает в плане информационного согласия. I would want to make sure that the supervisee knew that we could not guarantee confidentiality if we're using electronic methods. Я всегда доведу до сведения своего подопечного, что полную конфиденциальность при использовании каких-то технических средств гарантировать нельзя. Any questions so far Есть ли какие-то вопросы по тому, что мы обсудили? on any of this? No? Okay. The next question we're going to deal with is when you should be having your appointments with your supervisee. А теперь давайте поговорим о том, когда лучше назначать сессии по супервизии. Because that does make a difference. Потому что это тоже имеет определенное значение. Very often we schedule our appointments when it's convenient. Зачастую мы назначаем встречи тогда, когда нам удобно. Today's just one of those days, isn't it? We're gonna land jelly side down when it comes to cell phones. Сегодня у нас какая-то проблема с телефонами, да? Okay. Still, what is the effect of my concentration is gone, I'm sorry. Извините, немного сбился. Now, if you have your supervision appointment very close to when your supervisee is seeing their client next, Если сессия по супервизии назначена очень близко к тому времени, которое назначена следующая встреча с клиентом, you're much more likely to prioritize. необходимо тут определенным образом расставить приоритеты. Your list of strategies that you're going to offer that supervisee is going to be much shorter. Скорее всего, список рекомендаций, которые вы можете предоставить вашему подопечному в этом случае, будет гораздо короче, чем если бы у вас было больше времени. But that supervisee is going to be more likely to use them. Но в то же время супервизируемый, скорее всего, ими воспользуется те рекомендации, которые вы ему дадите. And the farther away your supervision appointment is from the client, from the supervisee's next session, the less effect you may have on their work. И обратная ситуация, чем больше времени проходит с момента сессии с клиентом и до момента сессии с вашим подопечным, тем меньше вероятность, тем меньше может быть влияние ваших рекомендаций на работу вашего подопечного. Now, what kind of client might that be problematic for? Для каких же клиентов это может быть проблематичным? What kind of situation? То есть в каких ситуациях это может стать проблемой? Ну, может быть, которые сами логики, которые сами Клиент. сопротивляются. Клиент.
возможно, нужно какие-то действия быстро принять, а, извините, время прошло и уже все изменилось. Можно по очереди? So it might be a problem for those clients and supervisees who tend to think logically. The other opinion is that if there are if prompt actions are required, the situation might change until the next session with the client. Yes. I think both of those answers are correct, particularly if you have a client who happens to be in crisis. Я думаю, что оба этих комментария справедливы. Особенная проблема может возникать в том случае, если клиент находится в состоянии кризиса, так сказать. And maybe the logical thinker too. И если среди тех, кто склон к логическому мышлению, также это может вызывать опасения. Still, there may be, you have to do what you can with your schedule. Тем не менее, вам нужно максимально эффективно пытаться работать со своим расписанием. But I think I would want to perhaps have short meetings with a client, with a supervisee that was dealing with a difficult client. Тем не менее, если мой подопечный работает с сложным клиентом, я бы все-таки постарался хотя бы короткие встречи, но проводить с ним. Maybe just a quick, short meeting before they go into their session. Например, короткая встреча непосредственно перед тем, как подопечный идет на встречу с клиентом. Okay. Now, just as kind of a general guide for choosing which methods that you want to use, which interventions that you want to use, you want to think about support and challenge once again. Опять же, перед тем, как выбирать методы воздействия на работу своего подопечного, необходимо подумать, сможете ли вы найти баланс между теми задачами, которые вы ставите перед супервизируемым, и той поддержкой, которую вы ему оказываете. Some of these methods can be much more challenging than others. Некоторые методы воздействия могут ставить чрезмерно сложные задачи перед вашим подопечным. Or challenging in different ways. Или задачи могут отклоняться от целей. And that challenge compared to support is going to be different if you compare beginners to more advanced practitioners. И этот баланс между сложностью задач, которые вы ставите, и поддержкой, которую оказываете, может варьироваться в работе с новичками и в работе с более опытными студентами. We're always looking to find that balance with whoever it is that we're working with. Независимо от того, с кем мы работаем, мы всегда стремимся найти этот баланс. And we have to be aware of how our chosen interventions are going to affect that balance. И всегда нужно осознавать, какой эффект произведет выбор того или иного метода воздействия. And so here are some questions that we need to be asking ourselves in order to make those decisions. Вот некоторые вопросы, которые помогут вам определиться с выбором методов воздействия. I'm looking at this second one. Does this fit with my beliefs about learning? Вот я сейчас смотрю на второй вопрос. Соответствует ли метод воздействия моим взглядам на процесс обучения? And I'm thinking about some of the methods that we talked about, and I think there is one method that I'm not sure that I would use because it doesn't fit with my beliefs. Я как раз таки вот сейчас прокручиваю в голове все те методы воздействия, которые мы с вами обсудили. Я думаю, что есть один, который я бы вряд ли стала использовать в своей практике. And I think that might be the use of process notes. Это использование записи процесса. Now, that could be, my attitude towards that particular strategy could be because I've simply never done it before. Может быть, у меня какой-то приоритет отношения к этой методике, так как я никогда раньше не пользовался. I have used a lot of these methods that we've talked about today. Все остальные методы я в своей практике довольно-таки часто использовал или использую. But maybe it might be time for me to try something new. Но, возможно, пришло время для меня попробовать что-то новое. And sometimes you have to make that decision as well. If you've been doing the same thing, using the same methods over a long period of time, it might be time to change things. И вот в практике каждого из вас может также наступить момент, когда вы в течение долгого времени пользуетесь какими-то приоритетными для вас методиками и методами воздействия, но наступает момент, когда следует попробовать что-то новое. Not only for your supervisee, but to keep you fresh as well. И целью этого может быть не только помощь вашему подопечному, поиск лучших вариантов,
и лучших рекомендаций, но и вам самим это будет полезно. Okay. That's it for individual supervision strategies. Next time we're going to be talking about group supervision. На сегодня это все, что касается индивидуальной супервизии. На следующем занятии мы будем говорить о групповой супервизии. And hopefully I'll be able to do a live demonstration of individual supervision with you as we start. И я надеюсь, что мне удастся провести то упражнение, о котором я говорил в начале занятия сегодня, перед тем, как мы перейдем к обсуждению групповой супервизии. Unfortunately, the student I was going to do that with kind of walked in a bit late today. К сожалению, студент, с которым я собирался это упражнение проводить, сегодня немного задержался. It wasn't his fault, out of his control. Но это не по его вине случилось. Anyway, we're done about, looks like 8 minutes early. So. Мне раньше закончили, но тем не